Когда я 100 лет назад работала в магазине одежды в Монреале, наша менеджер Манон общалась со мной по-английски, потому что ей было легче говорить по-английски, чем терпеть мой убогий французский. Ну и поскольку для нее это тоже был не родной язык, она периодически забывала слова, которые обозначали конкретные вещи. И тогда она говорила так: «Юлия, нам нужно развесить те юбки с этими, как их, я не помню английского слова, а по-французски это называется бретель». Да, говорю, понимаю, бретель. И поставить их в этот стеклянный ящик, как его по-нашему будет витрин. И по-нашему, говорю, тоже будет витрина. Очень быстро Манон осознала, как много французских слов, касающихся одежды, моды, заимствовано в русский язык, и просто перестала даже стараться. Она так и говорила: «Ты распаковала новые жилеты, черные новые, распаковала». Это совершенно нормально, что языки заимствуют иностранные слова для обозначения вещей и понятий, для которых в самом этом языке нет точных слов. Разумеется, пуристы и традиционалисты всегда ноют и возмущаются, что молодежь использует иностранные слова, когда можно прекрасно говорить «макроступы» и «топталище» вместо «галоши» и «тротуар». Мне самой не нравится, когда приходишь в русский банк, и тебе там предлагают открыть аккаунт. Почему не расчетный счет? Почему вы в аэропорту ищете гейт, а не выход на посадку? Но я знаю, что сколько бы я ни возмущалась, новые заимствованные слова все равно будут появляться, потому что вне зависимости от того, что мы думаем по этому поводу, язык будет изменяться и развиваться. Заимствованные слова не портят язык, они его дополняют, расширяют и приводят в соответствие с современной жизнью. Так вот, слово «cool», английское слово, уже постепенно входит в русский язык. Его еще нет в словарях, но уже есть сленговое прилагательное «кульный», для которого есть определение в интернете. С этим бесполезно спорить и бороться. Слово «cool» постепенно проникает в русский язык, точно так же, как оно уже проникло в другие языки. Потому что точного аналога в русском для него нет, и слово «крутой» очень приблизительно охватывает его смысловую область. Поэтому для нужд этого рассказа я буду использовать слово «cool», как если бы оно уже было заимствованным словом русского языка. Если вам это режет уши, потерпите немного, через 30 минут вы привыкнете и все пройдет. Потому что это всего лишь дело привычки. Ввели же англичане слово «спрецатура» в английский. Ничего и выжили. И я буду говорить «cool» и «кульный», а также «спрецатура» и, возможно, другие иностранные слова, которым нет аналога в русском. Шишков, прости. И если вы не можете этого пережить, может быть, вам лучше дальше не смотреть, потому что дальше будет только хуже. Нужно иметь определенный уровень кульности, чтобы смотреть видео об истории понятия «cool». Если вы вообще не имеете представления, что такое cool, не переживайте. Практически никто из англоязычных людей, даже те, кто постоянно употребляет этого слова, не может точно его определить. Люди говорят «it's cool», но если их спросить, что это значит быть cool, они навряд ли найдутся с ответом. Все только точно знают, что это какая-то положительная характеристика. Люди хотят быть cool и не хотят не быть cool. Они также, поднапрягшись, могут сказать, что в этом слове сплетена эстетическая оценка чего-то стильного, визуально интересного и часто трендового, с еще более плохо уловимой моральной оценкой чего-то достойного уважения. Это не просто мода. Не все трендовые вещи обязательно cool. При этом многие вещи и люди, которые, безусловно, cool, уже давно, строго говоря, вышли из моды. Кульность подразумевает некоторую вневременную, внетрендовую крутость. Также cool не является обязательно синонимом красивого и элегантного. Очень часто кульными являются вещи, которые язык не повернется назвать красивыми.
И еще чаще это слово употребляется вообще безо всякой связи с внешностью. Если кто-то совершил поступок, который мы одобряем, мы говорим «it's cool». Но не любой одобряемый поступок обязательно cool. Нет крутизны в том, что ты наконец-то помыл посуду или перешел улицу на зеленый свет. Мы чувствуем в крутизне нечто экстраординарное, выходящее за рамки способностей среднего человека. При этом очень непросто определить, что значит cool, крутой, как универсальная характеристика персоны. Есть люди, которые cool сами по себе, вне зависимости от того, что они делают и что на них надето. Напротив, они как бы имеют способность распространять свою кульность на предметы и действия. Они cool не потому, что они что-то носят и что-то делают. Все, что они делают и носят, имеет шанс стать cool в глазах наблюдателей. Это вопрос их персонального выбора и личного вкуса. Крутые люди выбирают крутые вещи и занятия. Вы можете повторять за ними, но вы не станете сами от этого более крутыми. Это качество не переходит на вас как простуда, потому что подражание и следование авторитетам – это самое антикульное действие, которое только может быть. Чем более cool человек, тем меньше он нуждается в вашей оценке его как cool. А стремясь быть cool, мы теряем последние его крохи. Мы чувствуем крутизну интуитивно, но объяснить, постичь алгеброй эту гармонию оказывается настолько сложно, что концепция cool ставит в тупик не только обывателей, но и профессионалов-культурологов. Но мы не боимся трудностей. Давайте попробуем определить эту неуловимую поведенческую характеристику, объединяющую придворных итальянского ренессанса, рэперов, самураев, черных рабов на плантациях, индейцев высоких равнин и викторианских джентльменов. Что же такое cool и откуда оно взялось? Разумеется, как и для всех оценочных эпитетов, понятие cool, крутости субъективно. Разные люди считают красивым разное, также и cool для разных людей отличается. Но это еще не значит, что мы не можем дать ему определение. Определить объем понятия можно, даже если его употребление субъективно. Вы и я можем считать разные вещи красивыми, но никто не путает красоту и, к примеру, громкость. То есть это будет забавным анекдотом про, видимо, детей, которые считают более громкую музыку более красивой. Но даже дети, если они достаточно владеют языком, не назовут музыку синей или кислой, без того, чтобы родители не всполошились и не потащили чадо к детскому психологу. Критики могут, но они осознают, что это метафора. То же самое cool. Разные люди считают крутыми разные вещи и могут не соглашаться друг с другом. Но тем не менее мы можем вывести нечто общее, что с любой точки зрения отличает эти вещи от других. Слово «кульный» не зря происходит от английского слова «холодный». И для большинства людей cool ассоциируется с чем-то эмоционально холодным, со сдержанностью, самоконтролем, с равнодушием к мнению толпы и популярной эстетике. Крутизна всегда каким-то образом связана с нонконформизмом. И поэтому, и в этом состоит огромный парадокс и неуловимость крутизны, как только люди начинают ей подражать, она исчезает. Само слово «cool» начало употребляться в этом смысле только в 1930-х годах. Но история аналогичной концепции, называемой в разных культурах разными словами, тянется, по крайней мере, со Средневековья. Точнее, дотуда его смогли отследить, но это не означает, что где-нибудь в Древнем Риме не было крутых парней. Безусловно, были, я могу сходу назвать несколько. Но понятие наличие специального слова, обозначающего эту характеристику, сумели проследить только до средневековых культур Западной Африки. И там аналогичное качество имело религиозные коннотации и было связано со стихией воды. И туту, мистическая крутость культуры Йоруба,
была почти божественной способностью сохранять спокойствие и отстраненность в ситуациях, когда людям естественно было бы проявлять бурные эмоции и спешку. Такая неподверженность естественной человеческой эмоциональности позволяла людям, обладающим метуту, демонстрировать возвышенную невозмутимость и щедрость души, выливающуюся в умение прекращать ссоры и сохранять мир, не утрачивая при этом внутреннего достоинства. И туту это как речная вода, прохладная и спокойная, мягкая и податливая, но вместе с тем она будет неумолимо течь туда, куда считает нужным. Оставаться спокойным и невозмутимым в то время, когда все остальные рвут друг у друга из рук последний кусок, это действительно почти сверхъестественное качество. И такое поведение считалось достойным наибольшего восхищения и в эстетическом смысле слова казалось красивым. Участвовать в сварах, терять голову, драться и паниковать – некрасиво. Сохранять невозмутимость и божественную снисходительность – это и туту, настоящая красота. Через это понятие мы видим, как эстетическое может быть непосредственно связано с этическим, с моральным. И туту было не просто морально желательным, но и эстетически красивым. И точно так же cool является сейчас преимущественно эстетической категорией, сильно при этом привязанной к моральным ценностям. К примеру, еще один популярный исторический пример крутизны – самурай. Самураи круты. Многие на Западе считают японских самураев cool. Мы ценим их за принципы, за их этику, за их своеобразный и вызывающий восхищение моральный кодекс. Но он как бы тащит за собой своеобразную, логично вытекающую из этого эстетику. Почему мы считаем самураев крутыми парнями? И заслуженно ли? Их способность сохранять хладнокровие в ситуации, когда большинство людей потеряет всякий человеческий облик и сбежит, способность, несмотря ни на что, действовать в соответствии со своими принципами, не может не вызывать восхищения. Дзисэй, самоконтроль, был одним из принципов бусидо, и он был в значительной степени буддийским по духу. Поскольку буддизм, грубо говоря, не верит в реальность происходящего в так называемом материальном мире, то самурай легко привыкал не обращать внимания на такие мелочи, как физическое страдание и угрозу смерти. Главное было красиво умереть. Ханава сакураги хитава буси. Лучшая среди цветов вишня, лучший среди людей воин, говорит японская пословица. Самурая сравнивали с цветущей сакурой, поскольку его жизнь была прекрасна и могла в любой момент оборваться, как ветер срывает лепестки цветов вишни. На деле, конечно, далеко не все исторические самураи были cool. Для многих это была всего лишь профессия. Далеко не всю историю Японии самураи, как одержимые, стремились к красивой смерти. Но это не самое важное. Самое важное то, что самурайская идеология не разделяет специфическое отношение к власти, которое подразумевает принцип кульности. Потому что coolness очень четко связана с нонконформизмом и противостоянием истеблишменту. Подчинение власти и законопослушность никогда не были cool. Крутых людей всегда отличает самостоятельность суждений и независимость от начальства. И собачья верность самурая хозяину не выглядит, если задуматься, cool. Ронин более крут, чем самурай на службе, потому что он свободен. Но что сильно роднит самурайские принципы и кульность, так это стремление к совершенству. Cool подразумевает превосходство в выполнении сложных задач. Смотрите, легкие виды спорта не cool. Cool – сложные виды, требующие тренировки и отличного владения телом, а также храбрости. Экстремальный спорт – cool. Cool – это то, что сложно и не каждому по силам. Паркур – это круто. Бегать на стационарной беговой дорожке – это полезно. И самураи, с детства оттачивающие технику владения оружием и доводившие ее до предела совершенства, безусловно, заслуживают места в Музее истории всемирной крутости.
Но никто другой, так как итальянцы, не постиг умение делать сложное обманчиво простым. В Италии XVI века мы впервые встречаем понятие, которое определяет, как быть cool в высокопросвещенном обществе позднего Средневековья. Искушенные, опытные, культурные люди того времени усваивали привычку держаться так, чтобы без лишних слов отделять себя от шумной толпы. Появляется специальный термин для обозначения этой аристократической манеры – спреццатура. Это слово впервые появляется в работе Бальтазара Кастильоне «Книга придворного» в 1528 году. Спреццатура определяется как внешняя беспечность, которая скрывает все ухищрения и придает всем поступкам человека некую легкость и небрежность, словно все это делается безо всякого усилия и даже напряжения мыслей. Мона Лиза – прекрасный пример спреццатуры. Ее сдержанная полуулыбка, изящное и при этом ненарочитое положение скрещенных рук, вся ее поза одновременно собранная и подтянутая, но и расслабленная и без аффектации, и общее ощущение, что она как бы смотрит на вас свысока. Это и есть то, что отличало утонченного и просвещенного человека итальянских городов высокого возрождения. Спреццатура была признаком элитарности и аристократизма. Сама Мона Лиза была из старой аристократической семьи. Она вышла замуж за богатого купца Джаконда, который хотел породниться со старой флорентийской аристократией. И ее воспитание и манера нести себя выдает в ней потомка рыцарей. Аристократическая небрежность требовала, чтобы человек во всякой ситуации сохранял невозмутимость, как если бы все происходящее не доставляло ему никакого труда и никакой заботы. Внешний мир не должен был его беспокоить, потому что он размещался в нем на позиции власти, и это сквозило в каждом его движении. Этот безукоризненный контроль над средой отличал человека по-настоящему влиятельного от человека, который только думает, что он высоко залез по социальной лестнице, но на деле ему постоянно досаждают кучи проблем. Настоящему человеку первого сорта не нужно беспокоиться и суетиться. Все автоматически будет сделано так, как ему угодно. Эта уверенность в себе и в своем положении была основой спреццатуры. Изящество владения телом и эмоциями вырабатывалось в аристократах годами тренировки и воспитания. И годами же привычки повелевать и осознанием своего высокого статуса. Но вся эта легкость и беспечность только видимость и результат огромных усилий за кулисами. Ты должен быть всегда готов, как пионер. Кастильоне приводит в пример произношение сложного иностранного слова. Придворный, обладающий спреццатурой, сначала должен многократно повторить это слово в приватной обстановке, чтобы потом на людях произносить его с небрежной легкостью, скрывающей все усилия. Спреццатура создавала впечатление, что этот человек вообще не способен ошибаться. Эта обманчивая легкость, скрывающая долгий кропотливый труд, прослеживается как в характеристике людей, так и произведений искусства, когда вся работа мастера по достижению эстетического совершенства скрыта от глаз, и все кажется естественным и само собой получившимся. Все эти розы, волны, шали естественным образом сами легли вокруг фигуры богини в сложный изящный узор. Достижение совершенства было возможно только если ты тщательно скрывал закулисную жизнь и тысячи эскизов. Поэтому спреццатура также описывалась как вид защитной иронии, скрывавшей реальные мысли и чувства человека за внешним равнодушием. И этим своим качеством она будет перекликаться с идеологией другой группы населения, выработавшей свою национально и исторически специфичную вариацию кульности – английскими денди. Бальзак в «Патологии общественной жизни», систематизировавший сложившуюся эстетику дендизма, напишет после перечисления 37 правил элегантности сакраментальные. Человек должен выполнять эти предписания так же непринужденно, как он говорит на родном языке,
Разве вам не случалось видеть горе-модников, которые ни на минуту не прекращают погони за совершенством, которые приходят в ужас от малейшей морщинки на рубашке, трудятся до седьмого пота, чтобы добиться никому не нужной безукоризненности? Почаще вспоминайте, щеголи-недоумки, наш 38-й афоризм, и пусть он служит вам вечным укором. Вымученная элегантность в сравнении с подлинной все равно, что парик в сравнении с волосами. Я понимаю, что цитирую француза в разговоре об Англии, но Бальзак в этой книге не просто опирается на Брамелла, он называет его своим главным авторитетом. «Туманный Альбион» в начале века диктовал как моду на одежду, так и моду на поведение всей Европе. И Англия вылепила из своего национального стоицизма эстетический принцип. Эстетика дендизма хорошо легла на идеологию Старой Англии держать твердую верхнюю губу, то есть сохранять невозмутимость в любых обстоятельствах и никогда не показывать, что ты чем-то обеспокоен. Самоконтроль превыше всего. Фраза «gentleman will walk but never run» означает не только, что джентльмен никогда не торопится, но и то, что он не теряет головы и не бежит перед опасностями и проблемами. Точно так же, как костюм Дэнди воплощал принцип внешней простоты, базирующийся на безукоризненном контроле и качестве, характер джентльмена строился на уверенности в своих силах, выработанной годами довольно жестокого воспитания в закрытых школах-интернатах. Качественный характер точно так же не нуждался в лишних украшениях, как и качественный костюм. В результате внешняя безукоризненность джентльмена была всего лишь внешним слоем его моральной безукоризненности. Джентльмен следовал моральным принципам с такой же непримиримостью, с какой он следовал принципам личной гигиены. Это впиталось в его кровь. На улицах Лондона и в джунглях Центральной Африки он был одинаково чисто выбрит. И он не считал это чем-то достойным восхищения. Ирония всегда была у него наготове, как меч у самурая. Как майор Дигби, который ходил в бой в котелке и под зонтиком, и когда ему указали на то, что зонтик ему никак не поможет от пуль, он ответил: «Боже мой, ну а если пойдет дождь?» Человек, комфортно чувствующий себя в собственной шкуре, не боялся отпускать шутки в собственный адрес. Он вообще был абсолютно бесстрашен и не боялся уронить свой авторитет, потому что его авторитет стоял на нерушимых принципах. Однако напрямую слово «cool», в значении, о котором я сегодня рассказываю, появилось не в частных школах Британии. Это продукт джазовой культуры американских городов между мировыми войнами. В специфическом современном значении, о котором мы сегодня говорим, слово «cool» вошло в стандартный английский из сленга черных кварталов больших городов. Все началось с джаза. Cool джаз, холодный стиль, в отличие от горячего, танцевального, демократичного, ритмичного и простого, был сдержанным, расслабленным и избегавшим дешевых эффектов. Этот стиль склонялся к импровизации и поиску нового, к свободному творческому самовыражению. Когда атмосфера в прокуренных ночных клубах становилась совершенно непригодной для дыхания, открывались окна и двери, чтобы впустить немного прохладного ночного воздуха. По аналогии, медленный и плавный джазовый стиль, который был типичен для тех ночей, стал называться «cool» – прохладным. Постепенно это слово стало употребляться как универсальный положительный эпитет для всего качественного, небанального и обладающего моральным весом. И оно распространилось на другие модные тренды, сохранявшие в себе традиции Черной Америки, в значительной степени унаследованные от эпохи африканских рабов, насильно привезенных сюда в трюмах невольничьих кораблей. Желательное и достойное подражанию поведение с точки зрения тех людей включало в себя специфический стоицизм, молчаливое неприятие существующих норм, выработанное людьми, которым было отказано в общепринятых проявлениях достоинства. Африканские рабы, которых поставили в положение, когда нормальные самоуважение и гордость были не просто ненужными, но и нежелательными и опасными, выработали сдержанное и молчаливое стоическое неприятие сложившейся ситуации,
возвращающая им чувство собственного достоинства в невозможных условиях. Но и потом, когда рабство было формально отменено, системный расизм в Америке заставлял чернокожих людей, особенно мужчин, вырабатывать специфическое защитное поведение. Ты не мог перечить полицейскому, ты не мог ответить грубостью на грубость белого соседа. Вспылить означало быть убитым. И афроамериканцы унаследовали от своих предков способность сохранять холодную голову в ситуациях, когда эмоции диктуют тебе прямо противоположное. На плантациях выживали только те, кто не давал волю чувству. То же самое работало для гетто в больших промышленных городах. Но по-настоящему уважение завоевывали те, кто под этим напускным спокойствием хранил чувство собственного достоинства, не становился рабом внутри. И это молчаливое, хладнокровное неприятие правил стало базовым принципом современного концепта «cool». Cool – это не тот, кто кричит и возмущается несправедливостью, а тот, кто не словами, а делами, без аффектации, без желания привлечь к себе внимание, сопротивляется эстеблишменту и гнет свою линию, как джазист ведет тему своей импровизации. Настоящая уверенность в себе не голосит, не требует внимания и не бросается в абсурдную атаку на пулеметы. Как движение за гражданские права в США было плотно связано, хоть и не исчерпывалось, с ненасильственным сопротивлением. Они не бегали по улицам и не били витрины. Это не кул. Они выходили на мирные демонстрации. Они молча и упрямо нарушали законы, которые казались им несправедливыми, как Роза Паркс, садившаяся в автобусе на места только для белых. Как ребята с этой фотографией, белые и черные девушки и парни, спокойно сидели за стойкой в сегрегированном кафе, пока ржущие белые панки обливали их кетчупом и горчицей и обсыпали мукой. Они сохраняли спокойствие. Они не лезли в драку, не начали обмениваться оскорблениями с нападающими. Они знали, что они правы. Они были cool. И так постепенно концентрировалось современное понятие cool, простирающееся далеко за пределы модного и поверхностного. Оно балансирует на противоречиях и фатально неуловимо. Оно включает в себя протест и молчание, высокомерие и сдержанность, верность принципам и бунтарство. И все это базируется на непотопляемой уверенности в себе, позволяющей обладателю этого качества стоять над обстоятельствами и быть выше поверхностной оценки. Кульными часто оказываются вещи, противоречащие общепринятой на данный момент морали, и также противостоящие законам общества. Моральная свобода кажется cool. Многие знаменитые преступники считаются крутыми. Мафия cool. Бонни и Клайд cool. Кажется, что крутые люди должны всегда сопротивляться законности и морали, потому что именно там лежит область свободы, а свобода, в том числе моральная, это базовый принцип крутизны. Не так ли? Вот уж кто никогда не теряет головы и не трусит перед лицом опасностей. Бандиты. Но все не так просто. Никто же не скажет, что Джеффри Даммер был cool, хотя он и противопоставлял себя бытовой морали и закону, и наверняка проявлял типичное для психопата хладнокровие, когда он крошил свои жертвы в суп. Можно идеализировать Бонни и Клайда, не обращая внимания на то, сколько человек угробили эти двое с подельниками. Но никому не удастся идеализировать Чикатило. Бунт против закона красив и желателен только если этот закон, будь то моральный закон или часть Уголовного кодекса, считается несправедливым и аморальным сам по себе. Поэтому пираты крутые, если вы считаете, что они джентльмены удачи, грабившие тех, кто грабил коренные народы Америки. Гангстеры 20-х годов крутые, если они нападают на банки, безликие корпоративные машины, хранящие в сейфах состояние, нажитые нечестным путем. Но жулики, звонящие пенсионерам и выманивающие у них деньги, никогда ни в чьих глазах не будут круты. Никакая эстетика их не спасет. Не круто обижать маленьких и слабых. Борьба эстетически привлекательна только если она против сильного соперника. И чем сильнее и неодолимее этот соперник,
тем круче герой. Поэтому тиран никогда не может быть cool. Он кич, он зависит от мнения толпы. Тиран живет в противотанковой зоне комфорта и не может выйти из нее. Итак, подведем итог. Что же такое cool? Это эстетическая и одновременно этическая характеристика, подразумевающая спокойное и уверенное владение ситуацией, которое у других людей вызвало бы большое беспокойство, страх или панику. Это легкая небрежность, являющаяся на деле результатом тщательно рассчитанных усилий. Это неаффектированная уверенность в себе, которая базируется на опыте, на экспертизе, на том, что человек прошел через огонь и воду, через детство в гетто или адскую тренировку в школе самураев или Смольном институте. И теперь ему все нипочем. Это тихое бунтарство, протест без истерик, умение держать в руках свои нервы и свой имидж. Это отказ производить впечатление на окружающих, который парадоксальным образом и производит сильнейшее впечатление. Это неуклонная демонстрация своих приоритетов, своего вкуса и ценностей, которые, тем не менее, не идут вразрез с общечеловеческими принципами гуманизма. Ну и, конечно, темные очки. Куда мы без темных очков? И это был анализ крутизны как эстетической концепции. Абсолютно никак не связано с темой сегодняшней лекции, но, как я и обещала, книжка про Эсмеральду и космических пиратов лежит в моем магазине на Etsy для скачивания в 2 форматах. А из России вам будет удобнее скачать через Boosty, даже если вы не являетесь там подписчиком. Для подписчиков скачка, как всегда, бесплатна. За сим прощаюсь. У меня перед домом сейчас начнут снимать асфальт. Я уже слушаю веселое чириканье отбойных молотков. Всего вам доброго и до свидания.